Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Мой муж поменял чехол на водительском сидении. Я не знаю, как он довел его до такого состояния и чем. Ну, понятно, чем. Но, короче, я его распарываю, потому что задняя сторона, в принципе, нормально сохранилась. Испорчена только передняя сторона. Поэтому, ну, не судите строго, что показываю такой мусор. Но можно практически было и выкинуть. Но я решила хорошие части пустить в дело. К тому же у меня давно лежат мебельные образцы всех разных самых цветов, и я никак не могла их никуда пристроить, никак не могла придумать, что мне с ними сделать. Вот, выкроила из чехла прямоугольные части, буду сшивать их между собой, чтобы получилось единое полотно. Шов, чтобы разглаживать. Сначала я вот на маленьком кусочке попробовала утюгом гладить, потому что не хотелось ничего испортить. Тут есть нюанс. Когда гладить вот заменитель кожи, надо быть очень внимательным. Может начать прилипать, если очень горячий утюг. Вот эти кожаные части верхние к утюгу, либо к ткани, через которую вы проглаживаете. Поэтому очень аккуратно. Если очень холодным делать, то не разглаживается. Очень горячим прилипать начинает. Надо сначала попробовать. Вот я беру свои эти образцы, вот так вот я к торцам их буду пришивать поочередно, так, чтобы получился ряд. После того, как ряд получился, тоже разглаживаю шовчики все, тоже очень аккуратно. На внешней поверхности я вообще старалась не гладить. Я вот оставляла вот так вот их остывать, и они в этом положении, припуски разглаживались тогда. Я делаю из кожи заменителя, но вы имеете в виду, что все то же самое можно делать из обычной ткани, из любой. Вот точно так же к одному торцу пришила, к другому пришью сейчас тоже так же 3 кусочка. И у меня еще их много, по 9 штук сшиваю еще тоже ряды, и вот по сторонам тоже пришью. Стараться буду так, чтобы уголки у меня совпали, чтобы было красиво. Тут еще смотрите, какой нюанс. Когда сшиваешь, вот в результате подхожу к этому, и получается, видите, наплыв такой вот от припуска. И чем дальше шьешь, тем сильнее этот припуск заворачивается, и в результате получается очень грубый, некрасивый и толстый шов. И потом придумывала вот так вот подкладывать салфеточку. Ну, можно просто бумажку, не обязательно. Но салфетка прямо очень удобно. Она очень хорошо идет, лапка по этой салфетке, вообще как будто не замечает этот припуск. Ну, видимо, трение там сильнее к лапке, я не знаю. Но по салфетке просто отлично. И потом эта салфетка снимается чудесно вообще, просто одним легким движением руки. Вот смотрите, я все швы. Ну, конечно, я прежде чем сшивать, скалывала, потому что достаточно длинная деталь у меня получается. 115 сантиметров в длину. Девочки, я делаю такую лежанку для своей собаки. Так как собака крупная, то я делаю... Но не спешите выключать видео, если у вас нет домашних животных. Точно таким же образом можно сшить сидушку, наволочку, пуфик. Не обязательно из кожзаменителя, можно любые использовать материалы. Кстати, вот от этого чехла у меня все-таки мне получилось молнию сохранить. Для того, чтобы она подошла к моему изделию, я удлиняю кончики, при этом закрываю края молнии. Вот, совершенно обычным образом. С этой стороны, вот где у меня замочек, собачка, я сшиваю предварительно, потому что она в растопырку вот торчит, и чтобы она все-таки была вместе, эти концы молнии, и удобнее было сшивать. Не бойтесь шить. Я прямо на машинке обычно вот по этим пластиковым деталям иголка соскакивает, хорошо, ничего не мешается. После этого я молнию пришиваю к вот этой ткани, которая у меня будет на обратной стороне моей собачьего коврика моего. Пришивать буду лапкой для молнии. Естественно, опять же, все скалываем, любые длинные детали, которые трудно удержать в руках, и чтобы ничего не расходилось, лучше сколоть. Быстрее и аккуратнее получится. После того, как отгладила, еще делаю такую отстрочку, чтобы все это держалось и было красиво. После этого со второй частью ткани делаю то же самое. Пришиваю молнию, предварительно скалываю. Тут еще смотрите какой момент. Так как длинная заготовка, сворачиваю ее в рулон, чтобы удобно она влезала под рукав машинки швейной.
После того, как прошила, опять беру утюг, все хорошенько отглаживаю, чтобы все было в нормальном положении. И опять также делаю прострочку, чтобы все было красиво. Теперь, так как эта часть у меня будет на полу, мне надо сделать вот такую складку для того, чтобы закрыть собачку, чтобы собачка по полу не царапала. Я делаю складку, утюживаю ее, и вот буду строчить, чтобы форму держала, и снизу, чтобы эта складка была складкой. Сделала всю заднюю часть своей лежанки, ну не своей, а собачьей, и сложила прямо две вместе вот из кожезаменителя и тканевую, и обрезаю уголки. Ну, делаю все вместе, почему я сколола, чтобы одинаковые были эти уголки. Я их закругляю просто потому, что их удобнее так будет сшивать. Вот смотрите, у меня две заготовки. И вот такая вот лента. Я посчитала, мне надо 3 метра 70 сантиметров, чтобы полностью обшить по периметру свою заготовку. Вот так вот прикладываю ленту, отступаю часть, не пришиваю, а пришивать начинаю вот через какое-то расстояние от начала. И по всему периметру пришиваю. Но начну я с той заготовки, которая из кожезаменителя. Вот обшила, остались у меня вот такие вот кончики. Мне надо их соединить. Так как моя ширина моей ленты 3,5 сантиметра, накладываю их одну на другую, так, чтобы одна на другую находила на 3,5 сантиметра. И вот так вот складываю лицом к лицу. И от одного уголка к другому прошиваю. Я даже булавку не вынимала, когда пришивала. Если булавка строго перпендикулярна к линии строчки, то иголка с нее соскочит и не сломается. Вот этот припуск разглаживаю. Можно руками, можно утюгом. Но я просто руками его разровняла. И иду на машинку. Видите, у меня ровно точно получается такого размера лента. Нигде не наплывов, ничего. Потом, после того, как пришила одну деталь, пришиваю вторую к этой ленте. Точно так же, только уже без заморочек, лента уже полностью соединена. Пришила, но только не забудьте открыть, прежде чем пришивать, вот эту вот молнию, иначе вы не сможете вывернуть. Молнию надо открыть, для того, чтобы была возможность потом вывернуть, иначе вы намучаетесь с открыванием. Я еще на оверлоке обработаю, потому что кругом сплошные нитки в швах. Но если нет оверлока, то можно просто зигзагом плотненьким пройтись. Для матрасика, так как у меня поролон из 7 мм всего толщиной, я взяла 2 кусочка по размерам своей лежанки, вырезала, вот так вот скрепила тряпочками. И очень хорошо получилось, он туда хорошо вошел. Смотрите, какая получилась офигенная, просто королевская лежанка для моей собаки. На нее не налипает шерсть, потому что с обычными ковриками тканевыми я уже намучилась. Постоянно шерсть, это все время приходится ее счищать, а здесь она будет сама сваливаться. Очень мне нравится, получилось просто круть. Можно таким же образом лежак для шезлонга сделать, ну или что хотите. Кстати, чуть не забыла, я хотела сказать, я обычно в последнее время по воскресеньям, каждое воскресенье выпускаю новое видео, но я хочу сделать перерывчик, так что следующее видео у меня будет только через 2 недели. Навалились огородные дела, надо все переделать. Тресси знакомится с новой лежанкой. Я решила на улице это дело на даче показать, дома не стала. Вот она улеглась по моей команде, но еще как бы так не особо поняла, что это такое, что это именно для нее, но постепенно начинает осваиваться. А самое главное, она ее даже не грызет. Мы уже дома все примерили, она ее лизнула пару раз и все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.